Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня предлагаю связать невероятно красивый поясочек, нежный, ажурный, очень модный в плане узора. Узор у нас паучки. Вот такое вот вертикальное кружево вяжется. Совсем не сложно, совсем не сложно. Главное понять принцип вязания. Расход тоже очень маленький, буквально грамм 20 уйдет на вот такой роскошный поясочек, который можно украсить любое вязаное изделие. Предлагаю посмотреть. Сегодня у нас очень интересная работа. Вот такой поясок. Я обожаю этот узор, очень мне нравятся паучки. Вяжется просто. Несложно, но нужно понять принцип вязания. Если принцип уловите, все вяжется несложно. У меня замечательные, очень красивые ниточки. Мне кажется, такие, знаете, как золото. Анна 16. Ниточки можно купить в магазине, интернет-магазин пряжа. Со скидкой 5%, если укажете промокод Ангелина 22. Пряжа очень хорошего качества, не линяет, не садится. Я с нее вязала в свое время филейные платья. Очень благодарная пряжа, красивый всегда узор собирается. Не линяет, не садится и красиво смотрится. Предлагаю к нашему красивому жакету связать поясочек. Поясок можно вот даже положить вот так вот. Вот мы будем вязать. И ориентироваться по уже связанному полотну. Узор все время повторяется. Запомнить несложно. Наша задача набрать 14 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петель. 14. 10 оставляем на ушко, а последние 4, раз, 2, 3, 4, провязываем столбиком с одним накидом. Принцип всегда повторяется. 4 столбика у нас будут неизменными. 1, 2, 3, 4. И смотрите, нужно запомнить, что там, где у нас хвостик, который я сейчас держу в руках, с этой стороны у нас будет ушко из 8 воздушных петель. А с правой стороны из 10. Вяжем 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поворачиваем вязание. И мы с вами связали 4 ушка. Воздушные петельки провязали. 8 воздушных петель. И провязываем вот таким образом. 1 столбик, 2, 3, 4 столбик вяжем в сам столбик. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И точно такую же группу столбиков вяжем с обратной стороны. Не с обратной стороны, а через столбики наши. 1, 2, 3, 4. 10 воздушных петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разворачиваем вязание и вяжем опять за арочку. 1, 2, 3 и 4 в столбик. 5 воздушных петель. 1, 3, 4, 5. И там, где у нас была арочка, вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И наша задача провязать в первый столбик. Там, где у нас хвостик, мы будем вязать всегда внутри колечка.
столбики. Вот с этой стороны. И 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поворачиваем вязание. И вяжем столбики, как мы уже знаем, на воздушной арочке. 1, 2, 3 и 4 в столбик. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Перед столбиком столбик без накида, в сам столбик столбик без накида и после 3 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем наш паучок. 4 столбика. Провязали. Вот уже начинает у нас формироваться такой красивый узор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разворачиваем вязание. Начинаем вязать 4 столбика. Они всегда вяжутся одинаково, то есть здесь запомнить легко. 3, 4 столбик. 3 столбика без накида провязали, и у нас было 5 воздушных петель. Сейчас будет 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 и добавляем еще столбик без накида. 1. В центре провязываем 3, которые у нас уже были, и еще 1 добавочный. Вот так складывается наш симпатичный узорчик. Вот он у нас. И довязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте я уберу, чтобы не мешалось это нам. В самом начале, в самом конце, я думаю, что уже запомнили, как мы вяжем. 2, 3, 4. Вот. Уже практически связали паучка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь нам нужно делать уменьшение, и мы будем вязать в центре, а не в самом начале. Вот в центре паучка. Потому что идет на уменьшение узора. Провязали. 1, 2, 3, 4, 5. У нас было 5 столбиков, теперь будет 3. Первый мы не провязываем, а провязываем только в центре. 1, 2, 3. И тут важный момент. Как только мы с вами провязали 3 столбика на уменьшение, нам нужно начинать новый паучок. 1, 2, 3, 4, 5. Новый паучок. Мы вяжем 4 столбика внутри. 4 столбика внутри паучка. И 1, 2, 3, 4. И 4 столбика в колечко. То есть мы с одной стороны будем всегда наращивать, вязать нового паучка и будем двигаться как бы в сторону. Вот что должно получиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разворачиваем вязание. На арочке вяжем 1, 2, 3 и, соответственно, 4 столбик в столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Помните, да? Там, где 5, да? Там, где арочка, столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. А так как у нас
один паучок сокращается, 4 столбика мы вяжем внутри паучка. Раз, 3 и уже 4 столбик. Вот, то есть новый паучок мы начинаем вязать, а тот, который у нас связан, мы его начинаем сокращать. Раз, 2, 3, 4, 5 столбик с одним накидом. Практически мы связали. 1, 2, 3, 4, 5 внутри паучка провязываем. Он же у нас уменьшается, поэтому мы вяжем внутри паучка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот наш паучок, который мы должны завершить. Разворачиваем вязание и вяжем опять внутри. Раз, 2, 3, 4. 4 воздушные петельки всего-навсего. Раз, 2, 3, 4 и еще 4 столбика опять внутри. 1, 2, 3, 4. Вот это мы с вами почти связали первого паучка и вяжем второй новый. Раз, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, столбик без накида в центр, столбик без накида и еще один столбик без накида. Раз, 2, 3, 4, 5 вяжем, поправим. За скобками паучка, потому что это растущий паучок у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поворачиваем вязание, на арочке вяжем. Раз, 2, 3, 4. Продолжаем наш паучок. Все абсолютно движения одинаковые. Раз, 3, 4, 5, 6. То есть мы просто-напросто продолжаем увеличивать, да? 1, 2, 3, 4 и 5. Вот. То есть принцип вязания-то он все время одинаковый. Сложно запутаться. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И смотрите. В этом моменте вот у нас такой паучок. Мы вяжем в центр 4 столбика. И с этим мотивом, с паучком, мы завершаем вязание этого мотива. То есть он у нас все связанный. Все. У нас остается вот один паучок только, который мы сейчас будем уменьшать. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Разворачиваемся. Теперь вяжем в центре паучка. Вяжем все точно так же, как мы уже и вязали. 4 столбика. 4 столбика. Раз, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Из 5 столбиков мы провязываем только центральные 3. Раз, 2, 3. И в этом моменте, как только мы провязали на уменьшение 3 столбика, про первый паучок мы забыли, он у нас связанный. Мы начинаем вязание нового паучка. Раз, 2, 3, 4, 5. Вяжем перед столбиками. Раз, 2, 3, 4.
Подтягиваем наши столбики. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И вяжем основу из 4 столбиков. То есть мы начали вязание нового паучка в тот самый момент, когда завершили наш первый паучок. Вот и все. Все вязание. Первый завершили. Начинаем вязать опять заново. Все точно так же. Смотрим повтор. Поставим на медленную скорость. Можно сделать скрин, сфотографировать на сотовый телефон вот этот узорчик как схему, потому что здесь все четко видно. Принцип вязания, как я начинала вязать, мы сейчас посмотрели. Вот с хвостика. И начинаем вязать, вязать, вязать. Один провязали, второй провязали, третий и так далее. И в итоге получается вот такой роскошный, красивый поясочек, ажурные паучки. Идея очень интересная, увидела на иностранном сайте и решила повторить, потому что мне очень понравилось. Я вообще люблю паучки. Я думаю, что... Я не скажу, что это очень легко, но принцип вязания он прям очень хорошо прослеживается, хорошо запоминается. Предлагаю посмотреть и попробовать. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, Рутюб, телеграм-канал. Смотрите видео, мастер-классы. И до новых встреч!